Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущих сериях нашего проекта «Перезагрузка матрицы» мы рассказывали вам о глобальных событиях, которые планируются и реализовываются на планете Земля. И вы уже сейчас видите, что повествование, к сожалению, непоследовательно. Мы то возвращаемся назад, то снова движемся вперед, а некоторые главы то чуть-чуть отстоят друг от друга, то идут параллельно. И вот сейчас, в этой части, мы с вами разберем 14, 15 и 16 главы Откровения, поскольку они повествуют об одном и том же событии. Но важно другое, что ранее, я вам чуть-чуть напомню, я рассказывала вам о том, что будет происходить так называемая жатва. Но мы ранее лишь чуть-чуть затрагивали этот процесс, то есть, по сути, обозначали на временной нитке лишь точку, когда начался процесс и когда он будет в большей степени усугубляться. Если вы помните, то в 7 главе Бог говорит о том, что те, которые не примут печать Бога, будут подвержены пандемиям, болезням, войнам и рано или поздно погибнут. Однако мы тогда уже с вами разобрали, что это всего лишь блеф с его стороны. И уж тоже в последующих главах мы увидим, что именно эти люди, которые приняли печать Бога, именно они и будут подвержены всем этим болезням. Тогда вы мне верили на слово. А вот сейчас я прочту это конкретно, и вы это услышите непосредственно в самом Откровении. Таким образом, у нас было некое событие, которое предвещало будущие катаклизмы и обещала наказание людям. Далее у нас была глава, посвященная непосредственно рождению и зачатию Иисуса Христа и противоположника его, это так называемого сатану или брата Мардука. Также параллельно с этими событиями у нас были землетрясения и выходящие из земли с 20-тысячной армией бог Энки, Мардук и, конечно же, сами Анунаки и огромное количество войн и революций. Также параллельно с этим в течение этих же 3,5 лет у нас помимо пандемии, помимо революций, еще наступают катаклизмы и землетрясения. И тогда Бог принимает решение, что необходимо построить некий ковчег в виде целого города. И на территории современного Нового Каира строится так называемый оазис. И что самое удивительное, что мы ведь тоже помним некий оазис, где были на самом деле спасены некоторые представители одного народа. А в последующем уже в историческую науку и культуру стали говорить о том, что якобы эти народы наоборот подвергались пыткам и давлениям со стороны общества. В последующих главах мы увидим, что именно так и будет происходить в этот раз. То есть некий особый народ, о котором речь пойдет также и в этой главе, будет спасен на этом острове, будет процветать там. Потрясающий. Вот я надеюсь, вы уже успели посмотреть, насколько потрясающий, красивый Новокаир. И, как я уже сказала, все деньги мира, все корпорации, все административные здания и все самые важные объекты мира будут переселены сюда уже к концу 2021 года. А к концу 2022 года он запустится в полноценную работу. И это означает, что с 1 января 2023 года начнется жатва, о которой здесь, собственно говоря, речь идет. То есть, еще раз, это параллельные события. Дальше мы знаем, что в параллельных событиях стоит революция со стороны религии. Объединяются 7 основных религиозных течений, я имею в виду важных культурных религиозных ценностей. Далее объединяются 10 рогов или неорелигий. Ну и, конечно же, у них есть еще некие ответвления в виде 10 основных сект. Поэтому, по сути, все религии будут объединяться для того, чтобы совершить некий крестовый поход. И вот это тоже будет идти параллельно. Ну а теперь уже рассмотрено с точки зрения самих людей. То есть до этого мы смотрели с точки зрения богов, с точки зрения пророков, спасенных, скажем так, людей, хотя мы еще к ним тоже вернемся в одном моменте. Ну и, конечно же, с точки зрения армии анунаков. Ну а теперь хотелось бы посмотреть, а что в течение этих
3,5 лет, а я имею в виду между, даже не 3,5, давайте возьмем всю Великую скорбь, да, в течение 7 лет, с 15 апреля 2019 года до 2026 года. Вот что будет происходить с самими людьми. И вот здесь мы с вами уже обращаемся к 14, 15 и 16 главам, где очень подробно, весьма красочно и безумно жестоко описано, что будут делать объединенная религия, армия ануннаков и, можно так сказать, что военная техника космического происхождения. Вот что будут делать все они, дабы уничтожить, попытаться уничтожить людей. Ну и самое главное, кого? И вот сейчас, именно в этой части, мы прочитаем вам цитату, где черным по белому будет сказано, что погибнут лишь те, кто примут печать. А у нас, как мы помним из предыдущей серии, 2 печати от 2 типов тайных обществ. И одно и второе тайное общество, к сожалению, в наше время не действует на стороне людей. Я очень сильно надеюсь, что противостоящее им общество ассасинов все-таки восстанет против. Но пока те, которые поклоняются иллюминатам, и те, которые поклоняются масонам, действуют против людей. А это не то чтобы глава, но один из главных деятелей масонов и иллюминатов, это, конечно же, Билл Гейтс и Илон Маск. Вот эти 2 человека будут помогать в реализации массовых планов анунаков и Мардука в частности. Ну что ж, давайте посмотрим, давайте прочтем. Так как читать нам придется очень много, я буду давать лишь тезисный комментарий, поскольку здесь, в принципе, и так все понятно, особенно зная предшествующие события, зная, что параллельно будет происходить на планете Земля. И если вы смотрели все предыдущие серии, как минимум 2 сезона нашего, то вы будете все прекрасно понимать и без моих комментариев. Итак. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его и написано на челах». Обращаю ваше внимание, что ранее мы с вами пошли вот в эту непонятную историю с временным, перемахиванием, мы туда-сюда скакали сразу после 11 главы. Если помните, там говорилось о том в самом конце, что на небе отверзлось некое облако, да, и спустился ковчег Завета. И на тот момент времени ковчег Завета еще не был передан Иоанну, богослову. Однако именно сейчас это произойдет. Дальше, после того, как это событие произошло, то есть спустился некий ковчег, у нас пошла вот как раз вот эта вся мясорубка с другими временными потоками, когда мы то шли параллельно, то назад, то вперед и так далее. И вот сейчас на уровне 14 главы мы вычеркиваем все предыдущие, то есть 12, 13, да, и возвращаемся обратно на 11 главу, где далее ковчег. И вот именно об этом как раз речь идет. То есть Иоанна спустили ковчег, он на него еще пока только смотрит. Давайте еще раз. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Речь идет о космическом корабле. «И с ним 144 тысячи, которых имя отца его написано на челах». Я вам напомню еще раз, кто такие 144 тысячи человек, потому что это очень важно. Давайте еще раз. 144 тысячи человек, те, которые не умерли. Давайте. Кто это? «Не раскались в делах рук своих, так, чтобы не поклониться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут видеть, не слышать, не ходить». Я об этом рассказывала вам в 9 главе. И далее. «Не раскались они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своих, ни в воровстве своем». Это вот эти 144 тысячи человек. И здесь дается еще одно определение как дополнение. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Давайте вспоминаем, кто у нас
как называются у нас мужчины, я не буду называть это слово, но как у нас называются мужчины, которые не осквернили себя связью с женщинами, ибо по отношению к этой связи они являются девственниками. Так вот, вот эти как раз люди, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. Я еще к этому вернусь. То есть это вот речь идет об этих 144 тысяч человек, которые стоят рядом с Агнцем на горе Сионе в момент передачи ковчега завета Иоанну Богослову. «И услышал я голос с неба, как бы шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Мы тоже про гуслистов разбирали. Я вам говорила о том, что гусли применялись во времена какого-то особого праздника в иудаизме, когда совершались какие-то определенные ритуалы, жертвоприношения, какие-то особенные праздники воскрешения или смерти и так далее. Вот только тогда применяли гуслистов. Поэтому под все вот эти фанфары, вот этот ковчег вместе со 144 тысячами людей начинает потихонечку опускаться. И это из-за этого, конечно, и гром гремит, и это как бы какие-то изменения происходят, ну, потому что, видимо, этот ковчег является как частью какого-то шаттла или космического корабля. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред 4 животными и старцами. Опять-таки, новую песнь, слово «как бы». То есть, как бы новая религия, но при этом эта религия как бы новая. То есть, она основана на старых религиях. И перед престолом стоят кто? 4 животных, символизирующих природу, и старцы, символизирующих народы. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, скупленных от земли. Правильно, потому что никто не знает слов этой песни, кроме тех, кто их создали, кто их написал. А написали их, конечно, слуги того самого Мардука. Поэтому ни природа, ни другие народы, не относящиеся к этой всей истории, они, к сожалению, не знают ни музыки, ни слов. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это еще раз напоминает, кто эти 144 тысячи. Ну и главное, они искуплены из людей. То есть люди, которые не совершают грехов или совершают, но не принимают определенных печатей Божьих, и из них искуплены, как бы прощены, были вот эти 144 тысячи человек, как первенцу Богу и Агнцу. Напоминаю, что Агнец – это у нас так называемый сатана, а первенец Бога – это один из близнецов, как я это вижу, я не профессионал, еще раз, да, один из близнецов, который пришел, наоборот, во имя света. Поэтому они как бы и те, и другие прославляют и просвещают зачатых и, возможно, уже к этому времени зачатых в физических телах, сыну Бога и сыну сатаны. И в устах их нет лукавства, они переполнены пред престолом Божиих. И даже приходят 3 ангела. И эти 3 ангела, на мой взгляд, все-таки относятся в большей степени к предупреждающим ангелам. Возможно, это ангелы со светлой стороны, и они показывают еще раз, как говорится, в последний раз пытаются обратить внимание людей на происходящее. И один из ангелов практически напрямую кричит, что нас обманывают, и мы должны научиться видеть очевидное. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небу и земле, и море, и источники вод». Ангел просит испугаться того завета, который принес этот новый Бог. И говорит о том, что в ближайшее время будут испорчены источники вод и могут наступить негативные события. И поклонитесь не тому, кого вы боитесь, а поклонитесь тому, кто сотворил этот мир на самом деле. Помните, в предыдущих сериях мы говорили вам о том, что на небе будет идти война между светлыми духами и темными духами. И по версии Откровения Иоанна Богослова, темные духи все-таки, к сожалению, победят. И вот сейчас как раз идет речь об этом противостоянии.
И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, и потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Напоминаю, что Вавилон имеет отношение к Священной Римской империи, и город пал исключительно благодаря, можно так сказать, исламу. Если мы говорим о религиозном направлении, благодаря исламу османы, в свою очередь, победили на тот момент Священную Римскую империю, и мы должны выразить им в этом смысле огромную благодарность. Однако яростным вином блуда он напоил все народы. Я вам тоже рассказывала о том, что, к сожалению, даже султана Османской империи Сулеймана I осквернила блудом женщина. Далее женщина осквернила блудом Эдуарда VI, Ивана IV, Ивана Грозного. И мы знаем, что неоднократно в истории человечества именно женщина становилась причиной развязывания тех или иных войн, скажем, даже та же самая Троя. Да? Поэтому здесь речь идет об осквернении вином, то есть именно определенными такими эмоциональными состояниями, которые, к сожалению, мужчины подвержены. Поэтому ранее, в 14 главе, в 4 части, говорилось о том, что только мужчины, которые не имеют отношений с женами, действительно вызывают у него уважение и восхищение, потому что их искусить невозможно. Они же девственники с точки зрения общения с женщинами. А другие, пожалуйста, цари, которые попались под блуд и вино женщин в свое время, перешли на сторону анунаков и Священной Римской империи. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою». И дальше. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». То есть, еще раз, те, которые примут начертание на чело свое, Илон Маск, и на руку свою, Билл Гейтс, те, собственно говоря, и попадут под это вино. А напоминаю, что вино здесь символизирует обман. То есть вино цельное, речь идет о том, что по всей планете это будет распространено, а не какими-то кусками. Всему народу человеческому будет освещена какая-то другая версия происходящих событий, и вот все они это вино испьют и будут подвержены мучениям в огне и сере. Речь идет, конечно, о заболеваниях. И дым мучений их будет восходить от веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Обращаю еще раз ваше внимание, что те люди, которые примут печать Бога, к сожалению, будут подвержены страшнейшим мучениям и болезням, и мучиться их дух будет испокон веков. И это правильное утверждение, потому что тем, кому все-таки придется рано или поздно, очистившись, вернуться обратно на планету Земля при новом перевоскрешении, но это будет весьма сложно. Далее в следующих главах описано, как это будет происходить. Но если вдруг теоретически им придется воскреснуть обратно на Земле, то их эфирное тело будет хранить память об этих заболеваниях, и они все равно будут ими болеть. Это неизбежно. Поэтому будь то они в чертогах сатаны, на чертях у сковородках будут жариться их души, либо, скажем, они вернутся обратно, они и там будут, к сожалению, страдать. Именно об этом и говорится в Откровении. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». На этом, к сожалению, заканчивается 3 послания от светлых ангелов, которые предупреждают нас в последний раз, да, они пишут терпение святых. То есть, уже сколько раз вам можно объяснять? Уже 5 раз человеческую расу 1553 года уже 5 раз загружали матрицу, и по-прежнему никак не можем понять вообще, что происходит на планете Земля. И далее наступает так называемые 2 знамения. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть, по сути, люди, которые будут умертвлены, но здесь речь не идет об убийстве, здесь речь идет о каком-то таком как бы убийстве, да? Вот когда людей выводят из общего образа жизни
Ну, скажем, типа он чем-то переболел, типа он находится под следствием в суде или еще что-то, или просто куда-то исчез. И тут вдруг вот эти 144 тысячи человек исчезнут из нашего внимания, и они вот будут блаженны, потому что они на самом деле не погибнут, они просто переведут на там другой остров, или вот, как я предположила, в Новый Каир, для того, чтобы в блаженстве прожить определенное количество времени в момент, пока будет происходить сама жатва. «И взглянул я, и вот светлое облако, на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». А мы помним, да, что у нас в шумерских текстах сказано, что не столько Мардук и Энки осуществляют сбор урожая в виде человеческих тел людей, а в первую очередь за это отвечает бог Инлиль. Поэтому здесь и пишут «подобный сыну человеческому». Речь идет уже об Инлиле. Так вот, этот Инлиль впервые появляется у нас, так сказать, на экранах, и ему как раз уже все подготовлено, Мардук и Энки все подготовили, и теперь необходимо произвести так называемую жатву. И вот как она будет происходить. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, к Энлилю: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Не случайно применяется именно образ винограда, потому что он чем-то похож на дерево, да, когда каждая виноградинка – это некий человек, и они вот переплетены в такую красивую ветвь. У винограда палочки такие, как древо, да. То есть это говорит о том, что все эти народы, все эти люди, они каким-то образом между собой переплетены, потому что это, по сути, и есть древо жизни. И вот этот ангел призывает, ну, практически настропаляет вот этого бога Инлиля срезать грозди винограда и уничтожить людей. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божьего». То есть он срезал каким-то образом, не знаю, может, космическим оружием каким-то, он уничтожил те народы, которые попали под его внимание, и, соответственно, бросил, то есть тела оставил на земле. Для чего? Для того, чтобы бог Энки и Мардук в последующем переработал все эти тела и передали ему в каком-то другом обличии или виде. «И истоптаны ягоды вточили за городом». Напоминаю, до этого был описан тот самый город, который, я подозреваю, является Новым Каиром. И этот город охраняется 3 государствами. Это Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. И вот внутри города райский сад, там ничего не происходит, там блажен свят-свят. А за пределами города, если помните, там, где язычники попирали стены, потому что они боролись за свою жизнь, именно вот там, за пределами этих стен, потекла кровь и точила даже до уст конских на 1600 стадий. Я, честно говоря, не очень себе могу представить, как это вообще возможно, но давайте все-таки я переведу вот эти вот явления в метры, так нам будет удобнее. Так вот, узды конские находятся на высоте примерно 1,5 метра. Это я сейчас описываю стену, да, то есть была некая стена вокруг города, ну, не знаю, может, энергетическая стена, может, фактически там будут в Каире строить стену, трудно сказать, да. Но вот эта стена имела какую-то некую высоту, но на высоте примерно 1,5 метров от нее, вот на этом высоте будет подходить кровь человеческая. То есть, ну не знаю, это объем совершенно сумасшедший, огромный объем. И на 1600 стадий в диаметре. Что такое 1600 стадий? Это 320 километров. Поэтому можно просто взять циркуль, поставить циркуль на точку в Новом Каире и очертить, сейчас скажу, 320 делим на 2, получаем 160 километров. Вот небольшой достаточно кусок, да, в 320 километров в диаметре вокруг этого Нового Каира, это будет зона спасения. Вся остальная территория будет подвержена как раз уничтожению.
Откуда я взяла, что 1600 стадий является 320 километров, вам нужно будет в Яндексе забить перевод единиц, стадии в километры, вы получите то же самое. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющие 7 последних язв, которые оканчивались яростью Божьей». Здесь про ангелов речь идет о той самой религии. Почему имеет 7 последних язв? Потому что они в последний раз вещают истину в своих религиозных течениях и учениях до момента, пока они не объединятся в что-то единое. «И увидел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». Это, скорее всего, что-то связанное с применением космической технологии, может быть. В общем, стеклянное море, я это вижу как некий металл, огромное количество металла. «И победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи». То есть люди, которые будут на стороне как бы победившего, да, вот они будут праздновать победу. «И поют песнь Моисея, раба Божий, песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель». Ну, я не знаю, погибло огромное количество людей, да? Мы знаем о том, что крови пролито нескончаемо много. И тут вот эти вот товарищи поют песню: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель». Но я не знаю, как можно это читать и не содрогаться от ужаса того, что не то, чтобы даже это произошло, а что останутся в конце времен некие люди, которые еще будут радоваться и восхищаться тому, что произошло. И еще раз повторюсь, по-прежнему почему-то считается, что Откровение описывает приход Мессии или Спасителя. Это приход не то чтобы сатаны, это самое худшее, что вообще может произойти. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твое, ибо Ты единый свят». Вот они так, как это кто-то не прославит Тебя за такие дела? Ты единый, Ты свят. «И все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Ну, деваться, как говорится, будет некуда. Начался великий суд, та самая жатва, и народам, как им кажется, придется все-таки поклониться. «И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии, свидетельство на небе». Ну, опять-таки, далеко не буду заходить, сразу из Википедии дам вам справочку, что скиния – это в основном употребляется в значении походного храма евреев. Скинии, собрание, использовавшееся согласно Библии как место принесения жертвоприношений и хранения ковчега Завета до постройки Иерусалимского храма, созданного строго по образу скинии. В русской традиции также употребляется синоним слова «скиния» – «куща». Акцентирую внимание, что, еще раз, да, скиния – это некий храм на небесах. Я чуть попозже о нем расскажу, когда дойдут главы. Там идет очень подробное геометрическое описание, как выглядит этот храм. Так вот, вот этот некий храм, сейчас я скажу, что это. Вот этот некий храм, по образу его в Иерусалиме должен будет в последующем быть построен храм. Но напоминаю, что в этом храме были жертвоприношения, и именно там хранится ковчег Завета, в котором будут храниться в будущем наставления ко всем религиям, и, как еще раз мое подозрение, в том числе и ящик Пандоры. И все это заранее запрограммировано. Так вот, в будущих главах мы вам докажем, что скиния есть не что иное, как Луна. И так как отверзся и пришел этот храм, скорее всего, в ближайшее время мы увидим астрономические явления очень близкого прихода Луны к планете Земля, то есть она встанет слишком близко к нашей орбите. Я вам напоминаю, что в шумерских текстах Энлиль живет на Луне непосредственно, и он обладает таким искусственным интеллектом или искусственным разумом, который там назывался Ир в Шумере. И, кстати, Владимир Пятибрат о нем тоже писал как искусственный разум Ир. Так вот, этот Ир имеет право управлять космическим кораблем Луной, и в конце времен он действительно приходит как можно ближе, практически вплотную к планете. Отсюда вызываются вот эти приливные волны, и только Энлиль может управлять приливными волнами. Напоминаю, что Энки в свое время, дабы убить свою жену, направил на нее реки, но только Энлиль, владеющий и управляющий водами, смог остановить это событие и не дать возможности Нинмах погибнуть. И в этот момент он возносит ее на небо. То есть все эти события, еще раз повторюсь, они происходят параллельно.
После сего взглянул, и вот отверся храм Скинии, из которого как раз ему и спустили ковчег завета. Поэтому я говорю, что 14-15 главы, они соотносятся с 11 главой Откровения Иоанна Богослова. И в этой точке, в этой фразе мы с вами вошли в конец 11 главы. «И вышли из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Это те самые 7 апостолов, которые будут нести смерть. Это 7 апостолов в виде стран. Они будут поднимать волнение внутри планеты. И одно из 4 животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. То есть в первый раз за все это время говорится о том, что ангелам дано право вредить самой природе, потому что животные, отвечающие за природу, дали чашу ангелам. «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончатся 7 язв 7 ангелов». Напоминаю, что в 11 главе все заканчивается тем, что сначала прошли все вот эти испытания, все 7 всадников апокалипсиса пройдут, которые у нас были ранее в 6 главе. Также все 7 заветов Божьих пройдут, которые у нас были в 12-13 главе. И вот сейчас то же самое. И еще 7 ангелов должны принести в виде чаш 7 наказаний через природу. То есть опять-таки все события сошлись воедино. Поэтому здесь трудно сказать, что откровение Иоанна Богослова идет последовательно. Все идет параллельно. Это я и пытаюсь доказать. Итак, 16 глава. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам: идите и вылейте 7 чаш гнева Божьего на землю. И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю». Помните, ранее в 7 и 8 главе Бог рассказывал, что Он будет делать после того, как они примут или не примут печать Божию. Вот то же самое и здесь. Только тогда Он блефовал, а сейчас на самом деле. «И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Еще раз, подождите. В предыдущей 7 главе нам говорили, что те, кто примут начертание зверя, не тронут. Ну а здесь у нас уже все по-настоящему. И еще раз. Гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя. Погибнут те, кто получил чип. Ну, а гнойные раны, потому что вирус, который там был описан, помните, жуткий тип вируса, сочетающий из 3 типов бактерий, он будет поражать кожные покровы, и действительно тело будет практически гнить заживо. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Помните, мы тоже вам рассказывали о том, что все моря и океаны будут в связи с землетрясениями, может быть техногенно, может быть намеренно, будут затоплены нефтью. Поэтому большую часть, ну не только нефтью, химикатами, большую часть животных, морских и речных, они, к сожалению, погибнут. Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. Ну, то же самое, да? «И услышал я ангела вод, который говорит: праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил». То есть они его еще и оправдывают. Молодец, говорят. За то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того. «И услышал я другого от жертвенника, говорящий: ей, Господи Боже, вседержители, истинны и праведны суды Твои». Они все еще продолжают его восхвалять. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. Мало кто знает, что ученые уже бьют в колокола о том, что с солнцем что-то не так. И даже ходили версии в интернете, что пару лет тому назад солнце меняли, потому что оно очень сильно потускнело, но при всем том, что оно сильно потускнело, оно дает нам как бы свет достаточно для жизнедеятельности. Однако здесь речь, на мой взгляд, все-таки идет о солнце вулканического характера, потому что небо, точнее солнце, дающее нам сверху, оно дает нам лишь магнитные аномалии, а настоящий жар все-таки исходит от вулканов. И вот как раз вулканы начинают нагревать поверхность Земли, мы это сейчас фактически наблюдаем, и мы помним, да, что когда в 7 главе говорится о том, что Бог намерен спасти людей, Он также указывает, что Он спасет людей через внедрение чипа и управление ими извне, как бы автономно, да? Он их спасет в первую очередь от зноя и жары. И вот здесь тоже нам говорят о том, что жара это только придет. Давайте напомним, сначала пройдет вторая волна
вируса, вторая волна пандемии. И только после этого у нас начинается нестерпимый зной. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачное, и они кусали языки свои от страдания. Единственное событие, которое может затмить Солнце, это взрыв вулканов. И по нашим предположениям речь идет о Йеллоустонском вулкане, Гонконгском вулкане и Марокканском вулкане. «И хулили Бога Небесного от страданий своих, из язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла не вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Помните исход из Египта, да, когда вдруг неожиданно море ушло, и можно было перейти на другой берег. Вот то же самое и здесь. Вода в реках будет пересыхать. То есть, с одной стороны, моря, океаны будут затапливать суши, а реки будут пересыхать. И мы уже видели в летом 2019 года, как массово реки уходили в никуда. «И видел я выходящий из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя». На мой взгляд, я не могу ничего конкретно утверждать, но я так это чувствую, я так это вижу, что речь идет о 3 религиях, которые утратят свою истинную силу, скажем так, после того, как объединятся. И вот они как раз выйдут на то, чтобы повлиять на мнение царей народов. «Сей иду, как тать». Тать, напомню, это вор. «Блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называем по-еврейски Армагеддон». Речь идет, как мне кажется, опять-таки по Новому Каиру. «И седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «свершилось». То есть он отравил воздух, а воздух можно отравить еще раз только извергающимися вулканами. «И произошли молнии, громы и голоса». А обычно извержение вулканов сопровождается молниями и громом. «И сделалось великое землетрясение, которое не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение и так великое. То есть это не те землетрясения, благодаря которым открылись шахты и пришлось появиться на планете Земля 20-тысячной армии. Но здесь речь идет о более глобальных катастрофах и глобальных землетрясениях. «И город Великий распался на 3 части». Напоминаю, что город Великий находится в Египте, Новый Каир. И я вам также говорю о том, что тот регион будет подвержен разлому. Первый разлом отсоединит, по сути, Египет от Средиземного Красного моря. Далее разлом пойдет под углом примерно в 120 градусов в сторону России. Таким образом, Европа и частично Россия до Урала это будет один кусок. Дальше африканский континент второй кусок. И аравийский континент, индийский и так далее это третий континент. Вот поэтому я и говорю, что город Великий распался на 3 части. То есть, по сути, речь идет о том, что даже в самом этом великом городе, который был призван на защиту, тоже пройдет некий разлом. И, кстати, в Иерусалиме, вообще в целом в Израиле очень сильно боятся именно этого разлома. В свое время, когда в 2017 году я сделала прогноз о том, что это произойдет, мне стали писать огромное количество людей с просьбой дать конкретную дату, когда это произойдет. Но здесь в Откровении четко прям не сказано, но ясно, что это будет после 2026 года. «И город Великий распался на 3 части, и города языческие пали, и Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его». То есть, по сути, гибнет предыдущая религия, язычники, враги Бога, пали, и всякий остров убежал, и гор не стало. Гор не стало, это речь идет о вулканах, да, которые изверлись, и теперь, конечно, гор не стало. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Ну вот на этом, собственно, заканчивается 16 глава.
И здесь уже мы вернулись обратно к тем событиям, которые были ранее описаны в Откровении Иоанна Богослова. И здесь они говорят о том, что будет происходить после того, как люди примут печать Бога, после того, как в 2022 году вся мировая элита переселится на тот самый остров Блаженства, и в течение последующих 3,5 лет будут происходить те события, которые здесь как раз ярко описаны. То есть, смотрите, еще раз, сначала у нас будет так называемая вторая волна болезней, потом у нас попадет огромное количество нефти в мировые океаны, и то, что сейчас происходит, это мало еще, то есть будет значительно больше. И только после этого, перед тем, как четвертый ангел вострубит, они как раз все собираются вот в этом неком месте спасения, наблюдают со стороны и говорят: свят, свят, спасибо тебе большое, мы тебя вообще полностью поддерживаем, наш великий Бог, что ты тут сейчас весь народ уничтожаешь. То есть третий ангел, он свидетельствовал их переход из трагических мест в место спасения или в Новый Каир. Вот здесь вот они остановились, все, они его благословят и благодарят за то, что они спасены. И с четвертым ангелом начинается жесткое направление в сторону именно катаклизмов, уже вулканическая активность, соответственно, война религиозного характера между другими народами и государствами. И, конечно же, в последующем это все знаменуется извержением вулкана. В 2026 году этот процесс весь как раз ярко и активно начнется. То есть с 15 апреля, еще раз, да, с 15 апреля 2019 года по 26 сентября 2026 года должно пройти 3 ангела. Это эпидемия, это, как сказать, заражение вод в виде нефти и других каких-то химикатов. И третье – это переселение как раз народов в Новый Каир. Вот это должно произойти до конца, до декабря 2022 года. И с 1 января, как я уже сказала, 2023 года, по-моему, если не ошибаюсь, по август 2026 года наступает вторая часть, когда наступает огромное количество катаклизмов. Обращаю ваше внимание, что Бог не планирует убивать всех людей, и чуть позже мы все еще с людьми встретимся, но для них уготована немножко другая участь. И еще раз обращаюсь к нашим зрителям, хочу пояснить, что все, что я рассказываю, является исключительно моей точкой зрения. Я ни в коем случае не настаиваю на то, чтобы вы верили, думали и понимали откровение так же. Сколько людей на земле, как говорится, столько и мнений в этом смысле. Я не отношусь к никаким религиозным течениям и к Библии, откровениям, вообще любым другим религиозным текстам. Я отношусь как к неким источникам знаний, информации. И, возможно, это неправильно, но я читаю их в лоб. И если написано, что имеющие начертания зверя попадут под влияние этих катаклизмов, то я склонна верить этому, тому, что я вижу, а не тому, что мне говорят. Тем более ранее в 7 главе мы видели, что они будут обманывать и говорить о том, что якобы они спасутся. Но здесь мы видим, что не спасутся. У каждого есть своя точка зрения, каждый имеет право ее высказывать. Просто у меня это право выражено в виде публичного изложения мысли, потому что наверняка есть те, которым покажется моя версия, ну не то что правдоподобной, но близкой. И посему я призываю людей все-таки пересмотреть свое отношение к откровению, возможно, выложить в открытом доступе ваше мнение, как вы видите откровение, и насколько оно будет отличаться от моего или, наоборот, совпадать, я буду только рада, что мы все будем иметь разные или равные точки зрения. Ну а в первую очередь хочу сказать другое, что мое вот это послание в виде перезагрузки матрицы в первую очередь должно натолкнуть вас на мысль, что не всему стоит верить с первого взгляда или с первого, так сказать, слова. Все потому, что даже в самом откровении сказано, что имеющий ум должен сам мыслить, имеющий глаза должен сам читать, а имеющий, как говорится, уста должен сам об этом говорить. Именно к этому я вас и призываю. Если вы имеете какую-то другую точку зрения, скажите об этом, потому что мы сейчас все, весь мир на пороге этих глобальных событий действительно ищем истину. Возможно, эта истина находится у вас. Ну а с вами была Джули По, и мы продолжим изучение Откровения в следующих сериях фильма «Перезагрузка матрицы». До свидания. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним
144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред 4 животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле,
потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила, даже до уст конских, на 1600 стадий. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержатель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясаны по персям золотыми поясами. И одно из 4 животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не кончились 7 язв 7 ангелов. И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам: «Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на землю». И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь, и услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен Ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь. Они достойны того». И услышал я от другого жертвенника говорящего: «Ей, Господи Боже Вседержатель, истинны и праведны суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога,
имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержателя. Се иду, как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на 3 части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая.